Друзья, всем привет! Сегодня видео из серии очаровашки и разочаровашки уходящего месяца, последнего месяца зимы. Да, друзья, и есть такие орхидеи, которые очаровали меня в своем первом домашнем цветении после покупки. Знаете, реальность и ожидание совпало либо нет. И вторая категория орхидей, которые разочаровали. Покупаешь, как говорится, одно, на картинке у продавца видишь красивую орхидею, а когда она раскрывается, там самая обыкновенная гуска курицы у этого хвоста павлина, оказывается. Да, вот такая вот история. И в руках вы у меня сейчас видите обалденный, просто космический, солнечный такой летний биглип. Орхидею вот такую вот желто-оранжевую. И это, значит, орхидея, я сейчас ее поближе покажу. Сперва вот так вот, в общем таком объеме. Это орхидею я купил прошлой зимой. Даже можно сказать, что в позапрошлом году, но прошлая зима. Эта орхидея была на 2 цветоноса. Я ее купил с рук. У продавца в нашей группе ВКонтакте, которая называется «Орхидеи. Продажа, покупка, обмен», с нашим лейбиком фирменным «Каменной розы». Вот там много-много-много продавцов продает орхидеи. Вот продавец продавал вот эту орхидею. Фотография была с 2 такими обалденными цветоносами, роскошно цветущими, вот такими вот оранжевыми, оранжево-розово, ну такими вот оранжево-розовыми цветами. И я просто влюбился в этот биглип, я его купил. Но была нелетная погода, зима. Орхидея зимовала у продавца. 2 цветоноса отцвели, и орхидея начала тянуть новый цветонос, молоденький. И вот с этим цветоносом я эту орхидею получил, в общем-то, весной прошлого года. Цветонос отцвел прекрасно вот такими же цветами. И меня мучил вопрос, как же орхидея зацветет уже у меня дома первым своим, сейчас я поближе, первым своим, точнее первым моим домашним цветением. Ну и вот, собственно говоря, ожидания мои оправдались. Вот такой роскошный биглип, просто обалденный. Я, кстати, в прошлом году уже выкладывал фото этого биглипчика, по-моему, в Инстаграме, когда он еще, по-моему, не закрыт был. В Инстаграме выкладывал фото этой орхидеи, его цветения. Обалденный-преобалденный. Я отфотографирую и ВКонтакте еще выложу фотографии этого биглипчика, когда он полностью раскроется, расцветет. В общем, друзья, это очарование. Биглип, по-моему, он без названия, он шел как тестовый биглип. Так, продолжим дальше по очарованиям и разочарованиям. Наконец этого видео я оставил самое вкусное и роскошное разочарование. Я вам его покажу обязательно. Как вы уже по традиции поняли, что, как вы любите, у нас наконец самое вкусное. Ну, конечно же, для кого-то это будет просто вау, роскошная очаровашка, но для меня, ну, не особо очаровашка, потому что я покупал супер орхидею, а оказалось она, ну, пока не знаю. В общем, пока терзают меня смутные сомнения. Вот, в общем, посмотрим. А сейчас покажу вам орхидею, которую, друзья мои, больше всего спрашивали, как там поживает наш чертик. Друзья, вот он, чертик. Мы его пересадили. Или я его пересадил, не помню, снимал я на видео, не снимал. В общем, он только раскрывается. Помните орхидея, которая меня разочаровала, когда я ее купил и показал ее в первом цветении в прошлом году. Но подавляющее большинство эта орхидея очаровала своей мордочкой в виде чертика. Такая пионово-вишнево-свекольного цвета. Вот такая вот орхидея. Но вот она только-только раскрывается, я ее еще покажу.
Вот. А сейчас я покажу вторую очаровашку. Это собрат этой орхидеи. Вот такой вот тоже. Но он, конечно, чуть-чуть побольше. Из другого сорта орхидеи. Это, друзья, орхидея Яфан Star Diamond. Яфан Star Diamond. И вот он зацвел именно так, как должен был зацвести. Как должен был зацвести по картинке. Вот такой вот роскошный, обалденный цветочек. Его тоже теперь можно пересадить. Удостоверился, что он цветет нормально. Теперь о разочарованиях. Разочарование номер 1. Значит, покупал орхидею, гонялся за ней. Я думаю, что вы все видели, было прям, знаете, такое, волна такая. Люди гонялись за белыми бабочками, Сого Юкиданами. Да, Сого Юкидан. И я тому не исключение. Купил. Орхидеечка была маленьким таким клопом. Я ждал, когда она отрастет, нарастет, вот вырастет. И вот в первом своем домашнем цветении она зацвела обычной белой орхидеей. Вот такой вот, друзья, обычной белой орхидеей. Хотя от производителя стоят две буковки, вот посмотрите, видите, Сого Юкидан, и там написано ЕС, то есть вроде как закрепленная мутация. ЕС это буковки, которые ставят, которые говорят садовник. Это не проблема, не вина наших продавцов российских, которые продают, это проблема садовников, которые продают, именно сами производят эти орхидеи, выращивают, селекционируют и продают уже нашим российским продавцам, перекупщикам, которые нас снабжают этой красотой. Ну вот, друзья, гонялся я, наверное, год за Сого Юкиданом, купил эту орхидеечку. Еще, наверное, года 2 ждал, пока она отрастет. На тот момент это была редкость редкостная, сейчас их много, Сого Юкиданов, предложений. Именно бабочек. Это обычная орхидея без защипов. Повторяется судьба кучки Little Emperor орхидей, которые я покупал, несколько штук, и в 90% они все процвели обычными орхидеями. И во втором, причем, домашнем цветении, когда мне продавцы говорили, оставь их, обычно второй раз орхидеи зацветают так, как надо. Но я не новичок в покупке орхидей, и тем более мутационных, и знаю, что если орхидея в первом своем домашнем цветении процвела не так, как надо, то вероятность того, что она процветет во втором своем цветении, равна, ну, ровно шанс 1 из 20 может быть. То есть он очень-очень минимален, этот шанс. Ну вот во втором цветении Little Emperor тоже зацвели обычными орхидеями. Вот теперь не знаю, стоит ли ждать второго цветения Сого Юкидана, либо с этой орхидеечкой расстаться. Либо оставить ее, у меня прям вот совсем белой такой орхидеи с желтой серединкой нету. Из всех белых орхидей обычных у меня только, по-моему, Red Lip белая орхидея. Да, есть у меня белые биглипы. Но это биглипы. А вот из обычных вот таких орхидей у меня белая только Red Lip с красной такой губой. А вот Сого Юкиданчика, ну не знаю, пока не решил, оставить, не оставить. Но, в общем, как минимум, возможно, оставлю до второго его домашнего цветения. Ну, сразу все равно, друзья, настроение падает, когда получаешь не то, что покупал. В общем-то, как бы говоря, что такую бы орхидею я за ту цену, по которой продают вот эту бабочку, орхидею Сого Юкидан, маленькую, я бы купил бы 3 вот таких вот стандартных орхидеи, пышно цветущих, уже в цвету, понимаете, за ту цену я бы 3 таких взрослых, больших, крупных орхидеи бы купил, хорошо цветущих, и не ждал бы, знаете, там 2 года, пока она там зацветет. Вот в чем проблема. Мне, собственно говоря, ну, да, вот зацвела она вот так, красивая, хорошая орхидея, но я покупал, хотел не такую орхидею, потому что такие я вижу
каждый обзор, который делаю вам в магазинах, из магазинов цветущих орхидей, завозов, показываю вам все, рассказываю. Такие орхидеи каждый завоз встречаются, стоят, никому не нужны. По цене в 3 раза дешевле, чем вот этот подросток. Вот, и вот такие пышные цветущие. Поэтому вот в чем расстройство. Потерянное время, потерянные ожидания, неоправданные ожидания. Ну и, соответственно, и средства тоже в том числе. Ну и теперь, друзья, супер разочарование. Для кого-то оно может быть и станет очарованием. Значит, несколько лет назад в интернете продавалось, точнее, делали, как сказать, брони, принимались брони на орхидеи Супер Майю бабочку. Да, Супер Майя бабочка. На подростков собирались. Сперва там что-то как стоило, как крыло от Боинга. Потом цена упала. В общем, мне посчастливилось, я тоже купил клопа. Вот. Значит, я найду картинку, значит, фотографию, картинку, как садовник представлял на картинке Супер Майю и как она, собственно, расцвела. Не знаю, я вставлю вот сюда картиночку Супер Майи, бабочки, и вот ожидание какое было, и вот такая вот, друзья, реальность. Вот такой вот на бабочку, конечно, орхидея мало похожа, это больше трилипс такой. Почему трилипс? Потому что боковые вот эти вот лепестки у орхидеи повторяют форму нижней губы. То есть вот у орхидеи получается тригуб, трилипс, вот такой вот. То есть, да, друзья, это майя, вот, и мы сейчас даже больше, я камеру переключу, и мы пойдем отправимся к моей Супер Майе. На заднем плане, вот она стоит, вот это вот нежно-фисташковое облако, бабочка на кучу там цветочков. Мы сейчас пойдем посмотрим и сравним вот эти две Супер Майи. Вот мою европейку. Это европейка, уже, наверное, она в 3-м домашнем цветении, вот такая вот. И азиатка от садовника, друзья, от садовника, ну вот садовник Сонья. Сонья, я думаю, вам видать. Вот. Вот такая вот Супер Майя, но это не бабочка, это трилипс. Вот такой вот трилипс. Пошли смотреть. Так, друзья, сразу хочу сказать, что я более детально в сравнении нашу вот эту вот красотку, вот эту вот Майю, посмотрите, какая прелесть. Я ее поближе покажу, когда мы будем с вами пересаживать вот эту азиатскую Майю, Супер Майю. Вот, посмотрите, в сравнении азиатская Майя. Так. Как вам ее поближе? Сейчас я ее зафиксирую, чтобы она у меня не падала. Вот она, вот они два. Вот, вот она европейская майя, бабочка. И вот она азиатская Супер Майя, трилипс. Вот. Ожидание, что-то вот такое вот ожидалось, но более с насыщенными красками, да. А получилась вот такая вот. Да, она красивая, да, она такая своеобразная, но это не то, что я ожидал. Вот. Ну, в любом случае, пока я ее оставляю, буду наблюдать за ней. Второе домашнее цветение, мы ее с вами пересадим. Вот, и уже во втором цветении от того, как она зацветет, и решится ее дальнейшая судьба. Что мне с ней делать. Вот. Ну, вот такие вот они. А вот эту большую маечку я вам отдельно потом покажу, когда буду пересаживать вот этого малыша. Ну, вот это тоже, да, красотки, 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 красотки. Все красотки. Ох, какой биглипчик. Кстати, если хотите, я потом сделаю вам
обзор всех своих биглипов, которые на сегодня цветут. Вон они, красотуны. Вон они, вон они, вон они. Вот их тут много у меня. Но это если интересно.